Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Каковым для вас будет этот месяц, чем он ознаменуется, чем именно порадует, приятно удивит. Давайте с вами посмотрим, а вы можете сопоставить со своими планами на этот период. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, основные энергии у вас здесь ложится семерка мечей. Помним, что все арканы у нас дуальные, соответственно, аркан может работать как на вас, так и против вас. Сам по себе он, прекрасно понимаете, может являться картой как нестандартного мышления, уникального подхода к решению вопросов или ситуаций, так и кражей, воровством, картой обмана, лжи. Будем смотреть, как он проявится для вас. И здесь по дьяволу очень интересные арканы. Итак, семерка мечей и дьявол. Это, знаете, как при помощи эзотерики, мантики, оккультизма, знаете, как попытки обмануть судьбу. В хорошем смысле этого слова. То есть сделать ряд каких-то практик, которые помогут нестандартным образом решить ваши проблемы. В худшем ситуации это могут быть наличие деструктивных программ у единиц тех, кто меня смотрит, вопросы наличия крадника. Крадника на что-либо, будь то здоровье, финансы, успех, вопросы личной жизни и так далее. Если брать на бытовом событийном уровне, семерка мечей и дьявол, не зарьтесь на легкие деньги или на какие-то уникальные предложения, потому что это позволит самостоятельно вести себя в заблуждение и дать повод ворам, мошенникам вас одурачить, обвести вокруг пальца, оставить ни с чем. Поэтому здесь, пожалуйста, крайне осторожно. Для некоторых в позитивном ключе эту связку карт можно рассмотреть как ситуация адюльтера, в которой вы можете участвовать. Это в таком самом лайтовом варианте. Смотрим работу. По работе ложится старший аркан смерть. Перемены, трансформация, новые возможности. Раскроем карту, как она прозвучит для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает, смерть и девятка мечей – это переживание, страхи, что вы не востребованы или вы не можете адаптироваться под быстро меняющиеся обстоятельства или быть в тренде. Или сложно обретать новые навыки и обучаться, потому что семерка мечей и дьявол, с одной стороны, это, знаете, как по-хорошему может быть с вашей стороны белая зависть к чьим-либо успехам, но вместе с тем непонимание, что же вам со всем этим делать, как найти себя, как раскрыть свой потенциал. Потому что четверка жезлов, вы считаете, что сидя дома невозможно делать хороших денег или хороших заработков. И это ваша ошибочная точка зрения. Здесь, если вы не можете найти свою нишу, свой потенциал, я бы вам рекомендовала обратиться к астрологу, который просмотрит вашу натальную карту и укажет вам путь относительно вашей профреализации. Для тех, кто является соискателем, смерть и двойка монет. Ну, не то чтобы позиция такая вашим и нашим. Это может быть ситуация, когда то ни одной вакансии, то все и сразу. Нужно будет сопоставить и сделать выбор. В некоторых случаях даже одномоментно человек может, как фрилансер, работать на нескольких предприятиях сразу. Для тех, кто является наемным сотрудником. Смерть и четверка жезлов. Это изменение в коллективе, может быть изменение штата, состава, может быть изменение в плане руководства, то есть какая-то смена руководителей, или изменение должностной инструкции. Но в любом случае для вас это идет в положительном ключе, поэтому переживать вам не стоит. Для тех, кто владеет собственным делом, здесь ложится смерть и рыцарь жезлов. Это ситуация на расширение, на масштабирование. Но еще такой вот момент. Поскольку два ведущих аркана говорят о ситуации, как я говорю, лжи или воровства, не ведитесь на какие-то золотые горы, когда вам обещают в кратчайшие сроки поднять вашу прибыль в 3 раза или раскрутить ваш бизнес, при этом не имея кейсов, на которые могли бы вы опираться и проверить заказчиков, да, которые обращались к ним за услугами. Поэтому будьте здесь бдительны. Рыцарь жезлов все равно это как смотреть, искать, действовать, то есть не сидеть сложа руки, здесь все будет получаться. То есть тут должна быть повышенная активность в плане развития вашего дела с вашей стороны.
Финансовая сторона вопроса, отшельник. По отшельнику это нет активного притока или прихода денег. Это рассчитывать, ну как, или на ежемесячный оклад, или плюс-минус на ту сумму прибыли, которую вы получаете фактически на регулярной основе. То есть ни хорошо, ни плохо. Знаете, как было, так и осталось, без изменений. Единственное, что по отшельнику вы можете тратить в рамках этого месяца на зрелых родственников, возрастных. Кто-то может откладывать себе, так сказать, в копилку, в кубышку на пенсию. Вопросы состояния здоровья. Десятка жезлов. Обращаем внимание на опорно-двигательный аппарат, в частности на спину, в особенности у кого есть проблемы со спиной, смещение дисков позвоночного столба или протрузии, или межпозвоночные грыжи. Потому что октябрь месяц может принести какие-то неприятные сюрпризы в этом вопросе. Поэтому предупрежден, значит вооружен. Соответственно, на ситуацию вы можете повлиять и ее изменить. Личная жизнь, пятерка чаш. А вот здесь личная жизнь оставляет желать лучшего. Давайте раскрывать данный аркан и смотреть, почему так происходит. Одну секунду, упала карта. Вот, подняла ее. Десятка монет. Итак, для тех, кто у нас свободен, по десятке монет, это может ситуация, что вы по причине ваших родственников, членов семьи не можете построить личную жизнь, потому что, или вы постоянно на их обеспечении, или ухаживаете за ними. Опять же, нормы, правила, догмы, традиции вашего сообщества или вашего рода также могут мешать построению личной жизни. Но, к примеру, у вас есть какой-то кандидат, а он не соответствует вашей вере, культуре, каким-то нормам. Так показывают арканы. Плюс, смотрите, еще здесь по факту. Десятка монет и маг. Вот то, о чем я говорила. У некоторых может стоять блок на вопросы личной жизни. В частности, крадник. Но, повторюсь, это единичный процент тех, кто меня смотрит. Это нужно перепроверять вам в индивидуальном порядке с практиком. Для тех, кто в любовных треугольниках. Пятерка, чаш и повешенный. Ситуация, когда отношения или сходят на нет, или просто себя уже исчерпали. Вы здесь получаете больше горечи, нежели какой-то радости, эмоциональной отдушины. Поэтому можете их поставить или на паузу, или в целом от них отказаться. Если вы в стабильном партнерстве, пятерка чаш и влюбленные. Это вместе преодолевать какие-то горести, невзгоды. Если имело место быть какая-то ссора, конфликт, то это воссоединиться после ссоры или разрыва. То есть здесь делать выбор в пользу сохранения семьи, в пользу вашего союза. Совет от карт. Здесь ложится тройка чаш. Аркан, который говорит о том, что если нужна в чем-то помощь, обращайтесь к сообществу. Будь то друзья, семья, ваше окружение, единомышленники. То есть тройка чаш – это люди, которые радуют, которые поддерживают, которые помогают. Опять же, больше общения с друзьями, больше выходов в социум, больше коммуникации, в целом какой-то открытости, радости, посещать мероприятия, которые вас воодушевляют, будь то там концерты, походы с друзьями в ресторан, может быть, на какие-то выставки и так далее. Все то, что вас увлекает, наполняет и радует. Вот если вы будете закрывать эту нишу, остальные ниши, которые для вас могут быть в чем-то проблемными, они подтянутся, потому что вы крайне эмоциональный знак. Если душа у вас не поет, не ликует, сразу идет, знаете, как просед, провал по всем сферам жизни. Посмотрим неожиданность периода. Что здесь? Итак, змея, мужчина, женщина и здесь карта корабля. Очень интересные карты. Объясню почему. Потому что здесь выпали два аркана. Тут в этой колоде присущи иные карты мужчины и женщина, которые указывают на сексуальных партнеров. А здесь это больше как взаимодействие с официальными лицами. Так вот, змея, джентльмен и женщина. Это может идти обман со стороны официального лица мужчины. Обман. То есть женщина может обмануть. Причем в особенности, если у вас какие-либо договора, соглашения дистанционного плана. То есть у вас нет возможности встречаться лично, что-то обсуждать. Может быть, вы там обучаетесь дистанционно или ведете бизнес дистанционно, и вас будут просить во что-то влиться, инвестировать. То перепроверьте несколько раз всю информацию, чтобы вы не попали в руки мошенников. Еще змея, мужчина и женщина.
Это отношения, которые построены в первую очередь на сексуальной тяге, которые сокрыты. Но карта корабля. Вы дистанцируетесь здесь друг от друга. Поэтому у тех, у кого любовные треугольники, здесь действительно может быть момент, когда вы, так сказать, разойдетесь. Если вы были в стабильном партнерстве, есть тут влияние третьих лиц, которые могут мешать вашему союзу. Но здесь нужно будет, так сказать, идти на контакт, на компромисс и решать эти вопросы. Вот такой у вас месяц. От вас буду ждать обратной связи, коммуникации с вами относительно того, как отыгрался для вас расклад, как прозвучала информация. Поэтому по прошествии периода не забудьте маякнуть, как говорится, поделиться вашим энергообменом. Буду вам за это признательна. С вами же не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.